Салют, people! Да, сегодня новостей много, но, увы, видеорядом вас не порадуем, так что заранее приношу прощения, извинения, собственно, вы понимаете почему. Тем не менее, Intel и AMD прекращают продажи чипов в Россию. Apple может заблокировать App Store в РФ, и в то же время Маск согласился на запуск интернета по Украине Starlink, а тайванская TSMC не беспокоится о поставках с РФ и Украины из-за того, что есть альтернативы. Что ж, за санкции мы с вами уже говорили, теперь сюда же присоединяются Intel и AMD. Они приостанавливают продажи чипов в Россию. Более того, появилось сообщение о решении TSMC, что она помешает поставкам в Россию отечественных чипов. Не помешает в плане агрессивно, а с точки зрения того, что будет прекращать. В итоге, наши с вами коллеги с IT-пространства Tom's Hardware напрямую обратились к Intel, AMD и Nvidia, за комментариями. Увы, пока что они не получили какой-то официальный ответ, так что пока ждем. При этом российские СМИ утверждают, что приостановка действительно была подтверждена и именно Ассоциацией российских разработчиков и производителей электроники. Кроме того, сообщается, что китайские IT-компании были уведомлены Intel о запрете продаж в Россию. А говоря за масштабы остановленных продаж, пока что неизвестно что да как. При этом новые экспортные ограничения в первую очередь касаются чипов военного назначения или чипов двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. А это означает, что продажи большинства чипов, которые ориентированы на потребителя, то есть AMD Ryzen и Intel Core, допустим, они, скорее всего, не пострадают. Так что, грубо говоря, для обычного человека ничего страшного, вопрос будет только в цене, в наличии, и так далее. Сами понимаете. Однако, ожидается, что все продажи полупроводников в Россию будут временно прекращены. Кроме того, Министерство юстиции США добавило в список юридических лиц 49 российских компаний, и эти компании не имеют права покупать чипы любого типа. Новые же экспортные ограничения США аналогичны санкции против Huawei, но сейчас они впервые применяются ко всей стране. В принципе, Россия годами готовилась к возможным санкциям, особенно в связи с международными санкциями в 2014 году после ее действий в Крыму. Они продвигали собственное отечественное производство полупроводников и создавали запасы чипов именно на такой случай. Однако чипы отечественной разработки таких компаний как Байкал, МЦСТ, Ядро и STC модуль на самом деле производится тайванской компанией TSMC, которая также согласилась приостановить продажу в страну, чтобы соответствовать новым экспортным ограничениям. А это означает, что поставки отечественных чипов в Россию также прекращены. Что касается блокировки App Store в России, в ответ на ситуацию вице-премьер-министр Украины попросил генерального директора Apple, то есть Тима Кука, прекратить продажи устройств и заблокировать App Store в России. И хотя Apple публично не комментировал запрос, все равно к технологическим компаниям, не только к Apple, все чаще обращаются с призывами ограничить доступ россиян к своим продуктам и услугам. И в итоге в пятницу министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал в Твиттере: «Я связался с генеральным директором Apple Тим Куком, чтобы заблокировать App Store для граждан Российской Федерации и поддержать пакет санкций правительства США». Сам твит содержал письмо, адресованное непосредственно Тиму Куку от украинского правительства, и в нем говорится: «Нам нужна ваша помощь и поддержка. В 2022 году современные технологии — это, пожалуй, лучший ответ танкам, реактивным системам залпового огня ГРАД и ракетам». И далее он подчеркивает, что такие действия будут мотивировать молодежь и активное население России к активному прекращению позорной военной агрессии. Более того, за несколько недель до вторжения украинские компании и сети подверглись кибератакам, а ранее на этой неделе и хакерский коллектив Anonymous предположительно вызвал перебои в работе основных российских правительственных веб-сайтов, включая официальную страницу Кремля. Если говорить об Apple подробнее, то вы должны понимать, что в третьем квартале 2021 года IDC сообщила, что Apple был третьим по популярности брендов телефонов среди россиян с долей рынка 15%, уступая Samsung с 34% и Xiaomi 26%. И хотя большинство сервисов Apple, включая App Store, остаются активными для российских потребителей и сейчас, глобальные экономические санкции затронули и их все равно, то бишь Apple Pay. Российские банки, они пострадавшие от санкций, теперь не могут использовать решение Apple для беспроводных платежей. Само же отношения Apple с российским правительством в последние годы были непростыми. В ноябре 2019 года в России был принят закон, который запрещает продажу электронных устройств без предварительно настроенного российского программного обеспечения. И позже Apple была вынуждена предлагать локальные приложения, в том числе Яндекс.Браузер, потоковый сервис ОК Live и социальную сеть ВКонтакте. И это все во время первоначальной настройки Apple.
Apple. Компания также превентивно удалила российский доступ к iCloud Private Relay, функции сетевой конфиденциальности, которые впервые реализованы в iOS 15. И хотя Apple не ответила напрямую на письмо, Тим Кук в четверг написал в Твиттере, что он глубоко обеспокоен ситуацией в Украине, добавив, что Apple планирует поддержать местные гуманитарные усилия. Издательство Reuters разместило переписку Илона Маска и украинского вице-президента Михаила Федорова. Сам Федоров обратился к главе Starlink с просьбой обеспечить территорию страны покрытием спутникового интернета, который доселе гражданам Украины на коммерческой основе не предлагался. Илон Маск полностью согласился с подобным и заявил об активации работы спутникового интернета Starlink на территории Украины, а также готовности поставить достаточное количество терминалов связи. Сама же группа спутников Starlink по состоянию на начало февраля этого года насчитывала более 2000 космических аппаратов, но непосредственно обеспечением связи с наземными объектами занимались лишь 3 из каждых 4. В перспективе, естественно, Starlink рассчитывает увеличить эту группировку в 10 раз, и это как минимум. Поэтому доступ к услугам связи пока предоставляется ограниченному количеству клиентов. Ну а в середине января Маск аналогичным образом предоставил 50 терминалов связи королевству Тонга в Тихом океане, которое пострадало от разрушительного цунами. И более того, глава Tesla и SpaceX, он же Илон Маск, жертвует серьезные суммы на благотворительность, причем помогая жертвам как стихийных бедствий, скажем так, физических, так и других форм. Ну и немножко о Тайване и ситуации с полупроводниками. Я напоминаю, что Украина поставляла производителям чипов серьезную долю технического неона, а Россия одновременно остается крупным поставщиком палладия, который используется при производстве некоторых компонентов. И вот критическим в этом контексте материалом признаны неон, газ C4F6 и палладий. И по словам представителей тайваньских властей, местная промышленность зависит от поставок этих материалов из России и Украины минимально, а также имеет возможность перестроиться на их получение из других источников. Та же тайваньская компания способна получать очищенный палладий методом вторичной переработки, что также снижает актуальность проблемы. И в целом предприятия острова потребляют не так уж и много палладия, чтобы обеспокоиться о последствиях сложившейся ситуации для тайваньской промышленности. Более того, Тайвань также располагает достаточным запасом нефтепродуктов, а получить сниженный природный газ остров может и в обход России. Ну и в настоящее время власти острова прорабатывают пакет санкций против Российской Федерации. Что ж, друзья, на сегодня у меня для вас все. С вами был, как всегда, Human, и, как всегда, кайфовой вам игры.